Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как связать вот такую простую челму для девочки на весну. Можно связать на любой размер и украсить по своему вкусу. Буду вязать из пехорки детская новинка. Цвет 26 Василек. 200 метров на 50 грамм, стопроцентный акрил. От двух клубков 2 нити. Спицы 3,5 миллиметра. Давайте сразу же по размерам. Это у меня получается размер от 0 и выше, наверное, примерно до полугода. Если вы хотите увеличить размер, вы можете взять более толстую пряжу и более толстые спицы. Связать на этих же петлях, на которых я вяжу, и у вас получится уже размер больше. Если вы хотите связать на этих же спицах, в этой же пряже, вам нужно будет прибавить, допустим, 4 петли, у вас будет не 54, а 58, и вы будете вязать в каждой полоске не по 4 ряда, а по 5 рядов. Тогда шапочка, конечно же, станет больше, но это будет тогда уже от полугода до года, и так вы будете увеличивать, уже смотреть по вашему размеру, какой вам нужен. Так вот, она хорошо тянется, в принципе, эта шапка и в высоту, она хорошо тянется и в ширину. Приступим к вязанию. Сначала я вам схематически объясню, как вязать эту шапку. Я нашла эту шапочку на Алиэкспресс, она мне визуально понравилась, и я решила, что я обязательно для вас ее свяжу. Вот я вчера села, попробовала, она у меня с первого раза очень легко получилась. Сейчас я вам объясню, как мы будем ее вязать. Ее, в принципе, можно связать даже по описанию, я думаю. Здесь показывать надо будет только вот как сшивать и как вот здесь все это сшивать. Начнем с того, что она вяжется из прямоугольника. Видите, как задняя часть выглядит. Это шов. Я просто делала закрытие спицами. Шов получился достаточно аккуратный. Вы можете делать шов петля в петлю, как вам нравится, как вам удобно. Я покажу, как я делаю. И потом вот здесь вот мы сшиваем, стягиваем и прикрепляем сюда украшения. В этой шапочке, которую я буду сейчас вязать с вами, я покажу вам, как делать украшения из пряжи. Мы сделаем такой вот бублик, как сейчас очень модно на челме делать. Я сделаю бублик из пряжи. Давайте посмотрим на рисунок. Рисунок у нас состоит, получается, сколько здесь? 40 рядов. 4 ряда изнаночной глади, 4 лицевой, 4 изнаночной, 4 лицевой. И так у нас получается в общем 10 полосок, то есть 5 раппортов. Если считать вот это за раппорт, то у нас получается 5 раппортов в этой шапочке. Вы, конечно, можете связать и больше, вы можете связать по-другому. Здесь, в принципе, можно связать, наверное, вместо изнаночной глади можно связать узором рис. В принципе, мне кажется, будет очень даже хорошо смотреться, но я решила сделать вот так. И когда мы делаем последний, 4-й ряд лицевой глади, это у нас 10-я полоска, мы его сшиваем. Нужно нам набрать 54 петли. Я набираю обычным классическим набором. И первый ряд у нас будет изнаночный, поэтому мы начинаем его вязать с лицевых петелек. Давайте я вам покажу, как набирать. Нить от клубка на указательном, конец нити на большом. Прижимаем, держим хорошо все. От себя проворачиваем с большого пальца, с указательного набираем первые 2 петли. Из большого мы продолжаем набирать. Нам нужно брать еще 51 петлю. Так, я набрала свои 54 петли и начала вязать первую свою полоску. Первая полоска у нас изнаночной гладью. И мы находимся сейчас на изнаночной стороне. На изнаночной глади у нас на изнаночной стороне получается лицевая. Поэтому мы в изнаночных рядах вяжем лицевыми, в лицевых изнаночными. И так мы чередуем. Мы провязываем одну полоску, затем мы переходим с лицевой стороны, у нас получается лицевая гладь. Первый лицевой ряд у нас оказывается с изнаночной стороны, мы вяжем его изнаночными петлями, затем лицевыми, опять изнаночными, и последний мы вяжем лицевыми. За этим у нас начинается изнаночная полоска, но ее мы вяжем опять лицевыми. У нас получается 2 ряда подряд. После лицевой у нас идут 2 ряда лицевыми петельками. И таким образом мы вяжем. В этом нет ничего сложного. Я просто даже не знаю, что мне вам тут показывать. Я просто объясняю и сама вяжу. Таким образом мы вяжем. Я к вам вернусь, когда я уже закончу вязать свое полотно. Я вам сообщу его размеры, потому что я точно не помню, какие у меня здесь были размеры. Я примеряла просто на куклу
И я смотрела, что на ней прям все идеально сходится. Я замерю для вас все и скажу вам, какие размеры. Также взвешу шапку и скажу, какой на нее расход. Далее я вам покажу, как мы будем все это сшивать, и мы сделаем украшение. Вернусь к вам, когда уже будет у меня готово все. Я связала, это у нас в сложенном виде, видите, она так стягивается. И вот так вот она выглядит уже в растянутом виде. Давайте я померю в сложном. В сложном у меня получилось около 10, может там 9 сантиметров, да, вот почти 10. И в длину 31 сантиметр, да, ну, чуть-чуть больше. Ничего страшного, это в принципе все нормально. Теперь нам нужна вторая пара спиц, и мы на нее переснимаем 27 петелек. Ну или сколько у вас, ровно половину нужно снять. Просто снимаем вот так на спицу, разделила на две части и сложила лицевой частью вовнутрь. Сейчас мы на изнанке, и мы начинаем объединять наши изделия. Здесь вы можете сшить, вы можете использовать любые методы объединения, какие вы умеете. Я буду делать вот так. Будет удобнее. Мы начинаем. Нам нужно вместе сшить две наши половинки. Так. Петли мы ставим вот так. Левой дужкой вперед. 2 вместе за заднюю стенку. Опять мы ставим. Проверяйте, чтобы все петли стояли правильно, чтобы все было красиво. С желтой спицы я переношу на зеленую и возвращаю обратно вот эту, которую мы только что закрыли, одну петельку. Провязываю. Опять проверяю, чтобы стояло все у меня не перекручено. Левой дужкой вперед ставим, возвращаем и провязываем. Кошка маленькая, неуправляемая просто. Она сейчас может еще и в кадр залезть легко. Развернули левыми дужками вперед и 3 вместе за заднюю стенку. Развернули. Это на самом деле делается все быстро. Здесь всего 27 петель нужно провязать, поэтому я думаю, что это не будет проблемой. Шов получается очень аккуратный, как вы видите. Он абсолютно не объемный. Он ребенку никак мешать не будет. Таким образом сшиваем до последней петель. Так, чуть не забыла. Сшиваем до последней петельки и делаем там узелок. Обрезаем нить и уже будем вот эту часть сшивать. Так, все, я убрала нитки, закончила. И мы теперь начинаем сшивать вот эту переднюю часть. Конечно же, мы делаем на ниточке узелочек небольшой. В принципе, там будет все потом закрыто украшением. Но лучше все-таки сшивать очень аккуратно. Прям по самому краешку я прохожусь. Вот в кромочной вкалываю иголочку. Можно не прям в каждую. Ничего страшного не будет. В принципе, оно будет все держаться, потому что можно будет потом еще несколько раз прошить. И вот так вот по кругу прохожусь. Так, теперь я ее просто вот так. Ярослав у меня занят там, он смотрит свой новогодний утренник. Я вам покажу, какой у меня получился пончик. Можно меньше, можно больше. У меня это 20 петель, сантиметров 15, наверное, я провязала, я не мерила. Я просто смотрела, когда мне по полноте уже будет подходить. Собрала все петли на иголку и просто так вот затянула, да. Сейчас я это все пришью, просто вот так вот туда-сюда попрошиваю несколько раз. И уже покажу вам готовый результат. Решила продемонстрировать, как шапочка смотрится на моей куколке. Как видите, здесь еще места достаточно, поэтому будет очень хорошо до полугода. Я думаю, что такая шапочка очень хорошо на весну. В ней не будет жарко ребенку. Вот таким вот. Сейчас одену. Вот так вот смотрится с таким бомбончиком. Сюда можно все что угодно, любое украшение. Очень модно сейчас с таким вот бубликом. Не знаю, кто это придумал, но он нравится. Девочкам вяжут своим малышам, покупают. Я видела трикотажные такие шапочки. Вяжите с удовольствием. Всем спасибо за просмотр и всем пока.